Приветствую, друзья! Наушники от бренда TFZ давно уже исчезли из поля нашего внимания. Однако совсем недавно совместно с магазином Angel Ears у них вышла еще одна очень любопытная модель на полюбившемся всем динамике. Назвали ее нескромно Афина, а в комплект предлагают фирменные насадки Crystal Clarity. Вот с ними, друзья, нам и предстоит с вами сегодня разобраться. Собственно, поехали. Пришли наушники в небольшой картонной коробке с расцветкой под металл. В комплекте была инструкция, простенький вот такой вот мешочек, те самые прозрачные насадки и синий кабель с металлическим штекером, QDC разъемами и сопротивлением на каждый из жил по 19 сотых Ома. Пользоваться таким вполне можно. Чашечки сделаны из полупрозрачной смолы, сквозь которую прекрасно виден заявленный нам 10-миллиметровый динамик. С внешней же части находится логотип в виде индейца. Сидят они удобно, смотрятся неплохо, так что лично мне все нравится. Вот так, друзья, это и выглядит. На измерениях у нас очень быстрый по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1,7%, что чуть-чуть выше нормы. Фаза корректная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ, аккуратный такой переход на середину, чуть более выраженный акцент на области разборчивости, еще сильнее на имитации ушной раковины и максимально резкий пик на псевдодетализации. Верха же, постепенно затухая, доходят до предельных 20 кГц. Мне это напомнило лишь старенькие Moondrop Starfield 2. С тех пор так агрессивно, по-моему, никто не подсвечивает верха. Звучание у Афина полное, довольно насыщенное, с приятной слуху телесностью, хорошо подсвеченной мелодикой и эмоциональной частью. Бас упругий, четкий, заходит достаточно глубоко, серединка реально комфортная, с легким бархатным смягчением, естественной сценой, причем как в ширину, так и в глубину, чуть выдвинутым вперед вокалом и завидной однородностью текстур. В этом у динамических моделей практически не существует конкурентов. Верха же тут немного разряженные, зато искристые, с правильным количеством воздуха и, к сожалению, чувствительные к сибилятивным звукам. Если вы слушаете только высококачественный контент, то вряд ли заметите странности. А вот на подкастах, аудиокнигах и другом неотредактированном аудио вполне реально услышать некоторый присвист. При этом подача у них открытая, нет свойственных Kiwi Ears Airos кучности. Верхняя часть середины куда лучше согласована, чем у слива SLA3, но и нет притемненности и явно выраженной прозрачности, характерной для Kiwi Ears KE4. Динамика и разрешение у нас, конечно, неплохие, но не более того. Детали, конечно, вытягивают при помощи тех самых пиков на верхней половине спектра, попутно обогащая звук элементами чистоты и утонченности. Если можно об этом говорить в данном ценовом сегменте. Модель, как вы знаете, совсем недорогая.
По стилям я бы ее рекомендовал к спокойной, вокально ориентированной электронике, хорошо записанной рок-музыке, всему популярному и имеющему ротации на радио и в каких-нибудь хит-парадах. Для джаза и акустически сложной академической музыки такая модель, наверное, тоже подойдет, но, так сказать, с некоторыми оговорками. К особенностям подачи здесь легко и быстро привыкаешь. И если нет у вас никакой любительской музыки и ролики на YouTube вы, например, в наушниках не смотрите, то, уверяю, вас просто за уши от них не оттянешь. По эмоциональности, вовлеченности и музыкальной части они прямо очень к себе располагают. Бас по-хорошему качает, серединка не оттеняется сама собой, тембры живые, объемные, довольно-таки насыщенные, да и верха приятно радуют той самой искристости и неплохим разделением. Прорисовка, конечно, не столь хороша, как у всяких гибридных, планарных и чисто арматурных решений, но сколь-либо серьезной ее нехватки тоже не ощущается. Все оттенки, нюансы и особенности звукоизвлечения, пусть и не так явно выражены, однако имеются и расположены на своих законных местах. Заявленные 100 с лишним долларов они, на мой взгляд, полностью оправдывают. Конечно, это не уровень Sika LVX Sika 2V, но с точки зрения баланса и возможностей никак не уступают вот только вышедшим KV-Ears Aerossa, слива SLA-3 и уже заслужившим некоторого уважения KV-Ears KE4. Мне лично модель понравилась, но лишь на хорошо сведенной музыке. Лекции, аудиокниги и компьютерные игры точно не их формат. Итогом наушники TFZ Afina удобно сидят, в меру компактные, с хорошим кабелем и насадками в комплекте, чуть превышающими норму искажениями и слегка агрессивно настроенной АЧХ. Верха здесь и правда немного подсвечивают симулятивные призвуки, зато при этом поднимают разрешение, плюс придают их характеру некоторую искристость, открытость и естественную такую разряженную атмосферу. Бас глубокий, реально качающий, а вокал полон энергии, драйва и свойственной динамическим излучателям аналоговой теплоты. Эмоции и мелодика здесь такие, что буквально не оторваться. Однако стилистические ограничения у модели все-таки имеются. За 140 долларов США это просто потрясающие наушники. Не убийцы топов, но очень хороши. А на сегодня, друзья, это все. Мы говорили о модели TFZ Afina. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!